Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Денис Немедомский, адвокат и политик на связи. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Начнем с перестановок в кабинете министров, отставки Шмыгаля, его новая должность министра обороны. Зеленский приезжает в Верховную Раду, благодарит Шмыгаля и подает кандидатуру Свериденко. В принципе, все ожидаемо, все понятно, однако нависает вопрос, в котором вы специалист. Так, а правы те комментаторы, обозреватели, которые говорят, что это какая-то новая петля нелегитимности, которая там, собственно, генерируется Зеленским? О чем речь? У него срок продлен во время военного положения на неопределенный срок. Военное положение продлили до 5 ноября. Замена Кабмина противоречит в военное время законодательству. Рада, которая за это голосует, тоже к ней возникают вопросы по, собственно, легитимности. Получается, ни одной ветки власти, ни одного столпа властного, которая, собственно, будет что-то решать. И если, например, условно, все считали, что, допустим, если с Зеленским не захотят подписывать что-то, то, может, кто-то от парламента, он же вроде как легитимный, то сейчас и над парламентом получаются вопросы. Зачем эти телодвижения? Что касается правовой составляющей, то действительно здесь есть серьезная коллизия, потому что в военное время отставка кабинета министров и премьер-министра невозможна по Конституции. И здесь уже такое правотворчество применяется, то есть это есть латинский термин «contra legem». Это вопреки закону, вопреки Конституции в данном случае. То есть единственная ветвь власти законодательная оставалась в правовом поле, что давало еще какой-то шанс на сохранение правопорядка в Украине, хотя бы формально. Но такие перестановки, они, с одной стороны, не сыграют никакой роли в исполнительной власти, кроме как перестановка кровати и смена девочек. Тут уже бандершу менять надо, а тут они все пытаются пойти по пути мелких перестановок. То есть Шмыгаль никогда не был самостоятельным политиком, никогда не был самостоятельным, скажем так, мощным драйвером для исполнительной власти. То есть это всегда был удобный человек, который полностью был подконтролен офису президента. У нас в данном случае нарушен принцип Монтескье, там где принцип сдержек и противовесов между тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной, судебной. В данном случае полностью этот принцип отсутствует, поэтому говорить об Украине как о правовом, демократическом, цивилизованном государстве не приходится. Что касается непосредственно правовой составляющей смены, то, повторюсь, должна была подавать кандидатуру по Конституции коалиция, а не президент. И в военное время тоже смена премьер-министра находится вне правового поля. То есть, если действительно есть какие-то обстоятельства, связанные со смертью, то тогда и в этом случае предусмотрена правовая процедура, исполняет обязанности вице-премьер. Но, как видим, здесь в ручном режиме управляется государство, и поэтому я не вижу, например, правовой составляющей этих изменений. Если говорить о более масштабном, об этих процессах, то давайте все-таки остановимся. Какая цель преследуется при этом? Смена одного представителя офиса президента на другого. В отставку идет весь кабинет министров. Кого-то по новой назначат. То есть, что существенно изменилось? Изменилась стратегия, изменились подходы, изменился социальный договор между обществом и властью. То есть, что власть услышала общество, полностью изменила критерии. Хорошо, где нового премьер-министра план? Почему мы не знаем о том, какой будет исполнительная власть в Украине в ее каденцию? Когда приходит серьезный, скажем так, серьезное должностное лицо, начальник какой-то, он имеет план. Этот план он представляет как вышестоящим руководителям, которые его поставили, и также представляет подчиненным, чтобы они знали, в каком направлении двигаться, какая будет стратегия. Ни слова мы не слышим об этом от Свериденко. Какой будет новый кабинет министров, какая будет исполнительная власть, какие цели,
какое целеполагание будет, то есть для чего это все произошло. Чем не устраивал никакой Шмыгаль, чтобы пришла, допустим, такая же никакая Свириденко. Ну, об этом мы немножко так вскользь услышали. Тоже парадокс, да? Понятно, что коалиция должна выдвигать нового премьера, ну, это так по закону. Но перед этим еще, собственно, Шмыгаль не написал заявление, еще его даже не опубликовали. 15 число, да, Зеленский встречается с Свириденко и Федоровым и говорит, что нам нужен какая-то вот детальная разработка правительства, что будет делать вот эти полгода. Почему-то фигурирует вот эта тема первые полгода. Ну и полетели. Значит, у нас 40% собственного оружия используется на войне. Давайте сделаем за полгода 50%. Это реально. Значит, уходя, Шмыгаль поднимает вот эти выплаты детям, детские, там 50, было 10 тысяч, стало 50, по 7 тысяч, собственно. Ну, такой, знаете, шаг очень такой своеобразный во время войны, когда острый дефицит средств, но, тем не менее, на это вот находят, скажем так, деньги. Получается какая-то интересная история. То есть, если раньше, например, ну, у всех в памяти отложились советские пятилетки, то тут какие-то полгода возникли. Откуда? Александр, тут чистая византийщина, от которой современная Украина пытается всеми силами откреститься. То есть царь-батюшка жалует воеводе на кормление должность и наделяет теми полномочиями, которыми хочет. Здесь процедура правовая проигнорирована, поэтому говорить о том, что есть какие-то сдерживающие факторы для исполнения обязанностей, точнее исполнения команд с офиса президента, не приходится. Ну, я повторюсь, нет никакого плана. Это то, что вы озвучили, это не план. Это такая мелкая тактика, хаотичная, там, пропагандистская в основном, что вот я за детей там переживаю, вот на фронт больше будет оружия поступать. Но это не стратегия. И по большому счету, что Свириденко это премьер-министр войны. Шмыгаль зашел еще с мирных времен, он провел с Украиной 3 года войны. И теперь заходит новый премьер, который ничем себя не проявил в отношении военной экономики. И мы будем теперь делать не 40, а 50% вооружения. А что не 150, не 350? То есть для этого что? Для этого мощности должны быть, для этого должна быть экономика работающая, для этого должно быть разработана стратегия. То есть оно должно логично звучать, а не просто мы поедем и помчимся на оленях утром ранним. Вот это вот так вот звучит на самом деле. Это должен быть детальный план, я повторюсь, то есть если вы меняете главное лицо исполнительной власти, оно должно прийти с конкретным планом и поставленными задачами, чтобы было понятно, к чему все мы стремимся, для чего это сделано. А ее Зеленский персонифицирует как фактического премьер-министра войны, и никаких шагов по диверсификации экономики, по развитию военной промышленности, я понимаю, что вопросы войны и мира, они более важные, более философские, и это не совсем в компетенции премьер-министра. Но премьер-министр отвечает за то, чтобы политические решения были в экономическом плане претворены в жизнь. И ничего этого мы не видим. Но это еще и плохо говорит о той политической составляющей. То есть вся политическая составляющая получается в том, чтобы детям добавить по 1000 и производство на 10% сделать собственным при разрушенной экономике. То есть, это говорит о том, что политические планы тоже из рук вон плохи. То есть нам предстоит еще больше воевать, причем увеличение доли собственного производства свидетельствует о том, что нам будет сильно не хватать того оружия, которое нам раньше поставляли. То есть это нет хорошей жизни. А что с оружием происходит? Слушайте, чехарда какая-то. Вроде как все договорились, в понедельник все радовались, смотрите, Дональд Трамп будет поставлять за деньги Европы, схему нашли, обкатали, а потом пошел парад отказов от стран Европы, те же даже британцы и немцы как-то так вот, скажем так, мнутся. Говорят, ребята, мы не хотим так, мы хотим там свое производство развивать военное, почему бы и нет. Даже вот британцы с этими, 3000 ракет для ПВО, да, там, правда, на 7 лет, но тем не менее.
5000 на 19. Ну да, то есть понимаете, в чем дело? Это же какой-то тоже цирк. Французы говорят, нет, мы хотим у себя. Итальянцы сразу сказали, у нас денег нет в бюджете, извините, лишних нет. Как это в подворотне встречают, а если попрыгать? Да, то есть, ну, попрыгали. То есть, как бы нет, в бюджете денег нет, мы на это не подписывались. Тогда получается, ну и там пошла вот эта история с Патриотом, даже те же немцы говорят, мы не можем подтвердить, что уже едет там к вам установка Патриот, извините, Дональд Трамп что-то не то сказал. В общем, получается, что ничего не получается. Почему такие же ожидания, такие же очень громкие слова, даже сегодня там Ермак кружит Келлога, там то встретился с чиновницей из Европы, то повел его в Бабий Яр посмотреть на экскурсию, то там Келлог пришел в какое-то расположение, где дроны собирают. Ну, в общем, все как бы и, ну, как бы картинка хорошая, хорошие слова Ермака о том, что только санкции вторичные и вот это вот давление на Россию сможет позволить Трампу закончить войну в этом году. Так ничего не заканчивается. И, о боги, удар или вот так камень преткновения стали европейские деньги, которых, по идее, должно было хватить, и Зеленский ими направо и налево распоряжался. Есть такое понятие эластичность ума. Это значит, когда ты способен, воспринимая, получая новую информацию, отказаться от догмы, которая в тебе утвердилась, и ты можешь способен воспринять чужую информацию, изменить свое мнение. Но тут, к сожалению, никак не могу применить эту теорию. Я неоднократно говорил с вами в ваших эфирах в том числе, что смотрим не за словами, смотрим за действиями. А действия, как вы уже перечислили, они совсем не бьются с тем, что провозглашают политики. Действительно, Трампу не дается этот кейс так, как он хотел его решить. Действительно, он бизнесмен в своей природе, и задача его, те элиты, которые его привели к власти, а это в том числе 90% производителей оружия, республиканцы и сочувствующие им, его задача зарабатывать. То есть он по этому кейсу идет. То есть его была стратегия следующая, то есть продавая оружие, при этом слыть миротворцем. То есть вот такой немножко оксюморон, но фактически по его логике он должен был сработать. То есть они с Путиным общались, друг другу улыбались, трубку, если помните, первый не ложили. И была у них такая конфетно-букетный период. Но Путин же тоже, скажем так, достаточно опытный старый политик, который в эту игру тоже играть умеет. В чем? Между целеполаганием. То есть, если у Трампа это не вопрос жизни и смерти цивилизационного американского, англосаксонского проекта Украины, то для России это важнейший аспект на сегодняшний момент. То есть, это касается и целеполагания, и цивилизационного фактора, и исторического фактора, и культурного фактора. То есть, для России этот момент больше, чем экономический. Трампу не совсем было понятно, как вот я вам предлагаю, хватит, там, братва, не стреляйте в друг друга, я вам вот даю возможность, давайте все будем зарабатывать. Зарабатывать давайте на Украине, потому что это самый слабый субъект. Вот как раньше в 90-е, я помню, было такое, когда смотрящий от бизнесмена приезжал на разборки, и потом они вместе с тем, кто наехал, начинали доить этого бизнесмена. Полностью его раздаивали, таким образом порешали. Вот примерно такая схема была у Трампа. Так давай, Владимир Владимирович, что нам там, хватит вам воевать, давай просто там лоха разведем. Ну вот начали разводить. Для Владимира Владимировича это не только экономический момент. Это момент, и повторюсь, это цивилизационный момент. Он первичен. Экономический вопрос вторичен. Вот это вот в этом моменте Трампу чуть-чуть не зашло. Поэтому как бы он считал, что он предложил все необходимое. И, наверное, достаточно был искренен в своих как бы заблуждениях. Что лучше веселиться, чем работать, и лучше вот купить, чем воевать. Но этот фактор Путин и Россия на сегодняшний момент избрали другую тактику. Они понимают, что другой такой исторического окна возможностей в ближайшей, скажем, там, ну, при жизни того же Путина, полностью вернуть Украину в собственную ореол, может не представиться.
Поэтому у них тактика другая. Мы будем дожимать свои интересы, причем дожимать до такой стадии, когда уже существование Украины в том варианте, в котором сейчас, в идеологическом секторе, в политическом, станет невозможно. Когда уже достигнутся не только цели, скажем, присоединения 4 областей, но и создание условий для невозможности существования Украины в том состоянии, в котором она сейчас существует. И в этом как раз вот они с Трампом и не сошлись. 50 дней тоже это не фигура речи, это определенный срок. Я думаю, что есть определенные договоренности, изначально достигнутые по срокам, когда Россия должна достигнуть своих целей на поле боя. И, вероятно, этот срок как раз соответствует вот этим вот договоренностям. То есть, и поэтому мы сейчас видим активизацию на всех фронтах, наступления, то есть и включаются и внутренние факторы все, то есть время пошло. А Трамп не может я уже говорил о том, что у него несколько треков. Это отношения с партнерами, это геополитика и это внутренний кейс, который тоже очень непростой. В котором тоже ему проигрывать нельзя, потому что там как раз соперники вот позлее, поумелей в лице демократов и те, которые ошибок не прощают. То есть они стремятся к реваншу и проигрывать. Любой проигранный кейс – это выигранный для демократов. То есть где бы это ни происходило, там Тайвань, Южная Азия, Юго-Восточная Азия там, или Украина. Поэтому для него эти моменты, он должен в каждом из этих кейсов, он должен им сохранить лицо. Он должен формально хотя бы иметь право объявить себя победителем, но не может ни в коем случае объявить себя проигравшим. Поэтому он говорит, что я с точки зрения, поскольку, как его назвал, ты папочки, предупредил, угрожаю, и вот время пошло. То есть он звучит как устанавливающий правила. Ну, такой папочка с ремнем. Папочка с ремнем, который в то же время достаточно мудрый, разумный, чтобы сразу не бить по попе, а как бы дать время. То есть, Россия, понимая эту стратегию, очень сдержанно, обратите внимание, реагирует на все эти телодвижения. Мы наблюдаем, мы смотрим. Восстановление отношений приоритетнее конфронтации. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что они знают, в какую игру играется. И знают ее как бы правила и результат. Посему и такая, скажем, сдержанная риторика. Перечислять, повторяться за вами смысла нету. Мы прекрасно видим о том, что какая игра играется. И никаких изменений, ничего того, чтобы, скажем, изменило наше мнение, мы не видим. Европа, которая там, на самом деле самый слабый игрок в этой ситуации. Есть глобальный юг, есть Запад, есть Соединенные Штаты, есть Россия. И даже Украина в этой ситуации выглядит ее политика более целостная, более понятная. То есть политика украинской власти, которая мы воевать до последнего, там, с вашей помощью, без вашей, будем мобилизацию там, до последнего зубами цепляться. Это хотя бы цельная политика. Хотя она и губительная, самоуничтожительная, но тем не менее она понятна. А Европа, это смех и слезы. Есть фон дер Ляйен, которая привыкла распоряжаться бюджетом ЕС как из своей собственной копилки. Но вот беда, законы не позволяют. И те, кто, она говорит, ребята, вы же как бы со мной, там Франция, Италия, там, вы же громче всех кричали. Вы громче всех говорили о том, что давайте. Вот есть оружие, давайте у Америки закупать, и с Америкой не поссоримся, и Украине поможем, и как бы свой глобалистский рай удержим. А получается так, что за общие бабки, сначала едим твое, а потом каждый свое, не получается. Италия, которая там с Зеленским, Мелани там обнимается, целуется, сказала, нет, денег нет и не будет. Франция, которая там самый главный союзник, сказала, у нас свой ВПК есть, чем мы будем Америку кормить? Может, тогда станем еще больше от них зависимыми. Там не беда, что Макрону там считанные, скажем, периоды остались до окончания его политической карьеры. Он хочет наследие оставить. По его мнению, это какое-то значимое наследие. Вот. Единственная Германия, Германия это вообще на сегодняшний момент Веймарская республика.
И очень внимательно надо к этому относиться, потому что история Германии – это очень такой вопрос философский. Если над немцами какое-то время продолжительное продолжать издеваться и ставить их ни во что, это потом заканчивается огнем и мечом. И, скажем так, правые, которые там настоящие правые, не этот мерцевский смешной ХДС, а альтернатива для Германии, они очень сильно набирают вес. И они уже смотрятся более перспективно, чем все остальные политические силы Германии. Мерц со своей проглобалистской политикой, я напомню, что это бывший топ-менеджер BlackRock в немецком филиале. Ну, не топ-менеджер, а главный менеджер, руководитель. То есть беда в том, что в Европе правые, которые должны быть правыми, они фактически перепрыгнули в левый лагерь, и только формально называют себя правыми. Так вот, реальные правые уже приходят к власти. Реальные правые уже набирают очень высокий процент электоральных предпочтений. Следующие выборы все расставят на свои места. Это и АДГ в Германии, и в Великобритании Фараджа, реформ ЮК. Денис, такой момент своеобразный. Ну, Зеленский выступает в Раде, там глушат в связь, там Свириденко, ну и так далее. Да? То есть новый премьер-министр сегодня у нас. И Гончаренко ему задают вопрос по поводу, ну он же лоббист, он лоббирует эту тему, это вот он как бы ее оседлал и протягивает, то есть делает политику на этом. На ограниченный срок службы в этой войне. Ну, то есть, там, скажите, там, 3 года надо служить, 3 года, там, 5 лет, 5 лет. Ну, чтобы человек шел воевать и знал, что у него, допустим, он 5 лет отвоюет, потом вернется домой. Ну, если жив останется. В принципе, это все сводится к тому, чтобы не заканчивать войну, а знаете, как это? Упорядочить или каким-то образом заработать очки политические на этом. Но это такая политика. И вот он задал этот вопрос, Зеленский ему там по-хамски как бы ответил, что, значит, вернуться домой военные, когда мы победим врагов, и что они заслуживают ротации, когда такие, как вы, ну, типа Гончаренко, будете на фронте им помогать. Ну, тут начал кричать, там, что там, совесть надо иметь, в общем, такой эпизод. Вчера дрался с Гетманцевым, сегодня там кричал на трибуну к президенту, то есть тут суть не в политике. А вот в сути вопроса. Ведь по большому счету сегодня такая достаточно тяжелая ситуация с бусификацией, когда человек выходит собачку выгулять, а его пхнут в бус, когда режут шины, пьют, когда подростки, ну как было такое выражение, шпана, да, но как бы к этим ребятам не применить слово шпана. Ну, такие 14, 15, 16 лет, такие пацаны кучкой налетели, мудохали вот этих по гражданке почему-то одетых в большинстве своем военкомов, и парня отбили в Днепре вчера. То есть мы видим, что идет вот это как бы сопротивление, а люди не понимают, сколько им служить. И сегодня, кстати, есть подтверждение, там, если вчера это выглядело как какой-то вброс, а вдруг неправда, то сегодня там даже адвокат, известный на этой теме, это подтверждает, что в Черниговской области уже в учебке, конкретно на стрельбах, один из бусифицированных расстрелял вот этих сержантов, там, 3 положил, один вроде как выжил. Ну и там давай же поднимать вопросы, а как там оружие, не оружие, у кого есть, у кого нет. Так причина-то в другом. Причина в вот этом подходе к мобилизации. Понятное дело, что у Гончаренко нет там волшебной таблетки от этого, но почему вот так отвечает Зеленский, что вернутся солдаты, когда всех врагов победим? Гончаренко зарабатывает политические баллы, а причина гораздо глубже. И причина состоит в стратегическом целеполагании этой власти. Стратегическое целеполагание должно служить интересам общества, интересам нации, а не своим собственным интересам.
Вот на сегодняшний момент нужно понимать, что общество навоевалось. Вот те реально, кто могут взять оружие в руки, они навоевались. Как те, которые находятся на фронте, так и те, которые находятся в тылу, и те, кто являются гражданскими. Если ты служишь интересам этой нации, этого общества, а не своим собственным, то ты должен принять нелегкий выбор. Ты понимаешь, что на сегодняшний момент ресурса в дальнейшем продолжать войну у тебя нет. И общество воевать не хочет. Хотят воевать те, кто ни в коем случае не рискует оказаться на фронте, которые находятся за границей и уже себя там хорошо чувствуют, и оттуда там грозят оттоль шведу. Грозятся чиновники, их родственники, которые понимают, что им это не грозит. Им более страшен мир, потому что придется отвечать на очень многие вопросы, и уже не будет такой лафы плевать с бюджета. И будь ты национальный лидер, который действительно государственный муж и переживает за собственный народ, ты, как Маннергейм, должен принять этот нелегкий выбор. То есть философские поражения – это та победа, которую ты еще не знаешь. Но если ты будешь лбом пытаться пробивать двери, пробивать стены, то в конце концов и свой собственный лоб ты расшибешь. Хорошо это делать, пока лбы чужие, но дойдет это до твоего собственного. Проблема техническая в том, что даже тех темпов мобилизации, которые проходят, мы видим уже полностью нецивилизованных варварских подходов, она уже не помогает выстроить паритет на поле боя. И, безусловно, в логике Зеленского сейчас установить какие-то сроки и провести демобилизацию тех, кто на фронте уже находится там 3 года, это может привести к еще большему обрушению фронта. При всем при том, что демобилизации нет, при всем при том, что идет бусификация, мобилизация всяческими методами, все равно выстроить паритет не получается. Против лома нет приема. И это нужно было понимать как с самого начала, так и сейчас. Никогда не поздно воспользоваться той самой эластичностью ума. И не постоять, и не, как это помните, убить дракона, говорил Ланселот. Я стал завидовать рабам, у них твердые убеждения. Вот от этих твердолобых убеждений нужно отходить. И несмотря на уже огромное количество допущенных ошибок, сейчас еще стратегически ситуацию можно исправить. Перестать надеяться на какую-то вундерваффе, перестать придумывать какие-то перестановки. В сегодняшний момент главная задача – это установление мира. А потом уже выстраивать какие-то там экономические моменты, восстановления Украины. На сегодняшний момент, каждый сегодняшний день ухудшает ситуацию для Украины. Вот это должен национальный лидер понимать. Сегодня произошел обмен телами. 1000 человек передали с российской стороны, 19 получили взамен. Очень интересно это все выглядит на фоне вот этого стамбульского трека. Вчера Песков говорит: давайте, американцы, поднажмите на Украину. Где вы, западные партнеры? Мы готовы, а Украина как бы вот петляет, нет даты следующего раунда Стамбула. Хотя вот этот процесс, мы видим, идет. Ну, то есть обмены и живыми, и уже павшими солдатами. Параллельно с этим просто информационный разрыв на самом деле. И немножко это все в принципе понятно, ничего там как бы особо не удивляет, но все равно как бы удивляться. Я вообще думаю, что, знаете, уже все было за годы этой войны, но все равно приходит какое-то осознание и оторопь. Во Львове, очень долго, там демонтировали холм славы. Там братская могила советских солдат. И вот вчера Садовой, мэр Львова, высказал такую идею, что вот смотрите, там уже не будет больше, мы вот геть до Москвы, все там декоммунизировали, ничего там уже нет. Мы 355 останков, людей, советских солдат, готовы обменять на живых украинцев, которые находятся в плену.
Ну, там приводится тоже пример, когда там хотели одного из героев советских украсть останки, ну, как бы выкрасть, да, и отправить. Ну, это такая полудетективная история. Но на самом деле, если вдуматься, то есть зачем вот эта торговля костями? И я вот, ты же как смотришь, и ну, гипотетически, да, то есть, а как будет вот этому обмененному солдату, он же будет, наверное, знать, что его поменяли на кости дедов, прадедов, которые лежат. Ну, как-то все равно, не на кого-то из российских солдат, да, которые там пришли на украинскую землю, а он такой обмен произошел, а на кости предков, или тут все равно? Здесь как бы уже главное дома побывать и оказаться, и, собственно, вернуться из плена. Здесь очень серьезная зашита такая глубинная идеологическая травма Украины, не кажется вам? Если задумываться в наше время, то вообще к очень нехорошим выводам приходишь. И, в принципе, я до войны это озвучивал, что та идеология, которая сейчас распространяется как общегосударственная, это вообще идеология не победителей во Второй мировой войне, а союзников проигравшей стороны. Кто является героями национальными? Кто является врагами во Второй мировой войне? Чьи памятники сносят, кому памятники устанавливают? Да, еще не дошли до того, чтобы устанавливать официально там памятники там, Гиммлеру, Гитлеру там, и тому подобное. Но не обязательно их устанавливать в камне, если оно устанавливается в мозгах и в душе. За все время существования вот этого закона о борьбе с тоталитаризмом, там, нацизмом, коммунизмом, были десятки приговоров как раз за коммунистическую идеологию, ни одного за нацистскую. У нас нет нацистской идеологии. В любой стране есть нацистская идеология. В Соединенных Штатах есть американская нацистская партия, чтобы вы понимали. И она легальная действует. Американцы считают, что каждому человеку нужно дать право исповедовать ту идеологию, которую он хочет. Словами, пожалуйста, действиями за это будет уголовная ответственность, за конкретные действия. У нас пошли другим путем, у нас приняли закон за символику. Да. Ну, так вот, символика коммунистическая преследуется, символика нацистская не преследуется. Ну и так давайте тогда признаем, там, ну, зачем нам это двоемыслие, где у нас одно противоречит другому. Если Украина, для нее враг был Советский Союз, соответственно, его союзники, там, Соединенные Штаты, Великобритания, значит, тогда нашими союзниками были страны оси. Япония, Германия. Давайте тогда называть вещи своими именами. То есть нашими союзниками была нацистская Германия. Поэтому-то все сразу тогда становится на свои места. И снос советских памятников, и, скажем так, прославление тех украинских героев, в кавычках, которые воевали там в Нахтигале, которые воевали в СС Ваффен, Галичина. Тогда все логично, все, давайте тогда на этом определимся и все. Но хочется ж и рыбку съесть, и День Победы отпраздновать. Так не бывает. Это разрывает просто у любого здравомыслящего человека это разрывает мозг. Потому что это явное противоречие. Это же признаки национальной шизофрении. Пока мы не перестанем врать себе и не определимся с реперными точками собственной идеологии, то будут происходить такие конфликты. Будет непонятно, почему происходит. То есть, если вы не установите базовые точки, от которых отталкиваться, тогда будет у вас постоянная национальная шизофрения. Это будет приводить к гражданским конфликтам, постоянным войнам. И всегда здесь найдутся соседи, которые захотят поживиться, потому что здесь создана благодатная почва для конфликта. Переговоры возобновятся? Они как бы идут в чисто гуманитарном режиме. На сегодняшний момент Россия играет там тоже дипломатическую игру, достаточно грамотную в плане того, что на фронте продолжается наступление, а на внешнеполитическом треке они говорят: вот смотрите, мы хотим продолжить Стамбул. Мы свои гуманитарные обязательства выполняем.
Мы готовы на третий раунд переговоров. Украина морозится. Мы же как бы за мир. Но при этом мы достигаем своих целей. То есть, если мы не достигнем своих целей дипломатическим путем, мы их достигнем на поле боя. То есть, вполне внятная, понятная тактика. Да, я думаю, что через какое-то время, опять же, в гуманитарном режиме это продолжится. Потому что Украина тоже не может отказываться от дипломатического трека. То есть, это подрывает стратегию Банковой о том, что мы тоже хотим мир. Хотим перемирия, хотим, чтобы все остановилось. При этом, отказываясь от новой встречи, это противоречит этой тактике. Сегодня день, который в сети, ну так как-то шутят, конечно, это все шутки. В общем, день уклониста. Ровно год назад заработало это законодательство по штрафам, ну, в общем, и так далее. Сейчас есть отдельная эта история о том, что, в общем, штрафы можно платить через Резерв Плюс. Ну, там очень интересная комбинация, скидка 50%. Значит, ты там должен зайти через приложение Резерв, ну, как бы найти этот штраф, подать заявку, тебе там 20 дней одобрят, пришлют реквизиты, это в половину дешевле, ну, такой промо-акция. А на самом деле, вот если оценить за этот год вот этого безумия, я сейчас не беру даже там вот эту, ну, это одище, которое устраивают шуцманы, да, которые там ловят людей, бьют, хватают, а в принципе подход, то есть ну, идет же флешмоб сейчас, да, отдельные там патриоты пускают вот эти посты, типа «я люблю ТЦК» и так далее. И выглядит это еще более страшно, когда украинцев, мужчин, поделили на тех, которые уклонисты, и тех, которые не уклонисты. И эта линия раскола, она вот живет уже год, ну, может, чуть больше. И вообще эту трещину вроде как не залатать, не зашить. Но вполне себе там парламент продолжает голосовать. И сейчас там вот это вот, смотрите, есть много людей, которым 61 год, у них проблема. Они не могут вступить в ряды вооруженных сил Украины. Вот под них закон давайте еще примем. То есть такое ощущение, что в этом вопросе там, хочешь ты воевать, не хочешь ты воевать, должен ты воевать, не должен ты воевать, идет вот как снежный ком, как лавина, да, вот это вот она как бы сметает вообще остатки здравого смысла подходов к, ну, там, ко всему человеческому. И это на фоне сегодня стало известно, в этот день уклониста, когда компания, ну, это как предприятие, Поптовка, там, да, Вакарчука, который поет, 1+1 Украина, подпольный стендап, там и еще целый ряд очень интересных как бы предприятий объявляются предприятиями критически важными во время войны, соответственно, у них бронь. Что вы скажете по этой теме? Насколько вообще мы, ну, дно, похоже, не пробили, есть куда падать дальше? Начнем сначала, да. Помните предвыборный лозунг Зеленского «Страна в смартфоне». И вот это как раз полностью отражает суть того, что они построили. Вот сейчас Украина – это военкомат в смартфоне. То есть, как говорится, все для людей. Вот вам штраф, вам как вам удобно заплатить, а может еще со скидкой, а может еще и какие-то акции, там можно что-то купить. Если ты оплатишь штраф, да, баллы какие-то будут вам начислять. Там. Помните, как одно время они там раздували социальные баллы, хотели сделать. Если бы война не началась, уже жили бы социальными баллами. Вот. Вопрос-то не в том, что Украина там цифровое государство стало, там, что ДИА это там удобный продукт. Вопрос в том, что вы зацифровали. А вы зацифровали не правовое государство, вы зацифровали варварскую мобилизацию. Вы зацифровали полный контроль со стороны государства. Что-либо такое, что можно было бы применить с удовольствием и давало бы возможность не только государству, но и гражданину, вы ничего такого не зацифровали, потому что не создали.
Что касается сегрегации, ну так и строится авторитарное государство. Всегда должен быть внутренний враг. Внешний враг должен быть, он есть. Теперь должен быть внутренний обязательно. Если его нет, его нужно создавать. То есть, кто на сегодняшний момент враги? Враги – это русскоязычные. Враги – это любой человек, который имеет отличное от власти мнение. Враги – это тот, кто имеет наглость сопротивляться. Враги – это те, кто не поддерживает общую идею, ту, которую продвигает государство. Идея следующая. Узкое национальное государство с нацистско-националистическим уклоном. Одна мова, один фюрер и так далее. Вот. И те, кто это поддерживает, должны пройти в свой, соответственно, вольер. И вы не имеете права при этом отказываться от мобилизации. Сколько вони, сколько крика от этого было, писка от этого Буткевича мерзкого, который рассказывал на голубом глазу вместе со своей женой Сарсенком о том, какие прекрасные ТЦК, и как только при их помощи мы можем победить. И как только его самого взяли за попку, сколько было писка и вонь. То есть, и это характеризует вот этих вот всех патриотов, то есть это показывает, для чего они это делают. Не потому, что они идеологически с этим согласны. Не потому, что они верят, что это путь к победе. А потому, что это банальное чувство страха. И подчиняясь системе, они надеются, что система их пощадит. Не понимают, что такая система рано или поздно, она съедает всех, включая тех, кто ее поддерживает. Ну, поживем, увидим, пощадит ли сегодня забронированных Вакарчуков, всяких там юмористов и всех остальных. А как с этим бороться? Для этого должны быть созданы соответствующие условия. На сегодняшний момент общество не готово к организованному протесту. Проблема Украины – это особенная проблема. То есть в других странах с этим немножко полегче. В Украине очень мощный вот этот фактор противостояния, это цивилизационный разлом по Хантингтону, где проходит цивилизационный разлом. Мы находимся, западная и восточная Украина, находимся в разных цивилизационных лагерях. И как бы ни пытались этот вопрос сгладить, пока всем хорошо, пока все зарабатывают, пока на нас не кинуло, пока есть паритет между, скажем, Россией и Западом, эти моменты притупляются. Вот как было там Евро-2012 в Украине, кто знал, что через год уже начнется весь этот тур. 2012 евро в Украине – это единая краина. По-настоящему как бы люди не представляли себе, что они могут через год оказаться в разных странах. И этот фактор, он на сегодняшний момент определяющий. Даже люди, когда выходили на Майдан, у них изначально не было вот этих вот политических лозунгов раздела страны. У них были экономические требования присоединения к ассоциации европейской, то есть к ее экономической части. Даже люди толком не понимали, к чему они, но звучало красиво, была пропаганда развернута. И когда уже было принято решение там, в США, в первую очередь, начать процесс отрыва Украины от России, там, запуск всех этих процессов, когда все это мощно включилось, то включились эти факторы. И в Украине главная проблема, когда люди выходят на социальный протест против несправедливости, несправедливого социального договора, против олигархов, которые тоже в край оборзели. Им быстренько вбрасывается вот эта вот мова вира. И все. И те люди, которые, в принципе, одинаково воспринимают несправедливость, одинаково готовы бороться за правду, они моментально оказываются в разных лагерях и готовы уже рвать глотку друг другу. То есть они уже не способны правильно отличить, кто является их врагом, а кто является их союзником. И это всегда использовалось. Как использовалось на Майдане, так и используется сейчас. И в любом случае всегда будут находить вот этот фактор раздела.
То есть, если в других странах мононациональных нет такого явного фактора раздела, то в Украине он есть. И поэтому консолидироваться обществу будет крайне сложно. По моему мнению, единственный на сегодняшний момент выход для консолидации – это действительно возврат к проекту Русь, киевской традиции, где и Восток, и Запад, они органичны, где по-одинаково воспринимается история героика. Потому что, если помните, в 2008 году в Украине проводился, наверное, опрос, можно его назвать, да, «Великие украинцы». Он проводился во всех странах, ну, по-моему, в 47 странах мира, если я не ошибаюсь. И во всех абсолютно странах победили титульные нации. Даже в Бельгии, вот, в Валлонии победил представитель Валлонии, а в Фландрии представитель фландерского нации. И только в Украине победил Ярослав Мудрый. Это представитель не Украины, как там пытаются придумать, что древней Украины, понятно, что ее не было никогда. То есть это представитель росов. Это, да, действительно, он был норман, нормандский конунг. И по большому счету это то, к чему одинаково хорошо относятся и во Львове, и в Донецке, и в Харькове, и в Киеве. То есть это объединяющая, Русь объединяет. Та Украина, которую мы построили, это поле вечного боя, поле вечного конфликта. И почему я говорил о том, что нам важно переучреждение, оно касается не только государственного аппарата и социального договора, оно и касается и цивилизационного подхода, идеологического подхода. Потому что Русь не может воевать с Россией. Финальный вопрос нашего сегодняшнего эфира. Ну, понятное дело, что мы там начали с представления Свириденко, да, там, нового кабинета министров. Этим я и хочу закончить, но в каком ключе? Сегодня произошел достаточно такой очень важный, я считаю, показательный эпизод, который нужно обсудить. И, то есть Зеленский приезжает в парламент. Там прощается со Шмыгалем, привет, опять Шмыгаль, он теперь Минобороны. Там парадокс, конечно, по инсайдам, не знаю, насколько это подтвержденная информация, Умерова не захотели послом в США. То есть такой какой-то, тоже очень важный маркер. То есть, в смысле, вроде как Стефанишина будет, но она там сама под уголовными делами. Но это тоже такой очень показательный момент. Но я хочу сфокусироваться на другом и вообще на понимании того, а что из себя представляет власть. Значит, идет представление, там вопросы депутатов, там все такое, там с Гончаренко мы ситуацию-то обсудили. Там еще вопрос по санкциям, там чего-то отвечал Зеленский, говорит, нет врагов внутри. Вот фраза «нет врагов внутри» от Зеленского абсолютно не вяжется с тем, что, президентская трибуна, он там сидит, как бы развалившись, отвечает, ложа, там представительная, вот это, как правительственная и так далее, там Ермак, нет, правительственная с другой стороны, возле него, там почетная ложа, и там Ермак сидит, там еще там гости, а сзади стоит телохранитель. Телохранитель, Денис, в парламенте, где там заглушили связь, где, собственно, воюющая страна. То есть у него там стоит при входе, там за спинами вот этой вип-ложи, почетной ложи, которая слева по левую руку от трибуны президента, где он сидел, стоит телохранитель и внимательно смотрит. А смотрит он в парламент, как в зал. О чем говорят эти кадры? И что еще непонятно о сути этой власти? Стендап никогда не был коронкой Владимира Александровича. Так по написанному талантливо получалось. А вот когда нужно будет срочно дать ответ какой-то на злободневный вопрос, там сложность. Ответ простой – неискренность. Человек не верит в то, что говорит. Достаточно посмотреть его предвыборную программу, которая писалась не им, но написана достаточно талантливо, и посмотреть на результат. То есть он выполнил те обещания, которые не давал. А те, которые давал, не выполнил. И вот эта проблема неискренности, она сквозит во всем. У тебя нет врагов, но ты вводишь санкции в отношении собственных граждан.
Ты весь из себя храбрый и отбивался от чеченцев, и сзади тебя в парламенте, в твоем собственном парламенте стоит охранитель. Вот так. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.